Всем привет. Сегодня у нас расклад загадка вашего совместного будущего с загаданным мужчиной. И давайте в долгий ящик откладывать не будем, потому что про проживание арканов вы знаете, про манифест, где можно научиться всему эзотерическому, то есть защиты ставить, чистки, как дома, так и себя. Это все в манифесте тоже есть. И если просто хотите поддержать, то приходите. На Бусте, кстати, для тех выходят расклады, у кого не работает YouTube. Мне комментарий пришел один интересный. А тарологи все проживают арканы? Ну, я считаю, что да, потому что как они будут трактовать по книжкам, что ли? Что это за тарологи, которые по книжкам трактуют? Так, давайте, я думаю, начнем. Единички. Первая карта — это сигнификация, что сейчас вас связывает на самом глубоком уровне. А вы, знаешь, вы как два упрямых барана, которые рогами в одну проблему уперлись и разъехаться никак не могут. Ты его вперед тащишь, а он тебя тормозит. Но оба при этом вы орете друг на друга, что там надо бороться за отношения, и вот это вот все красивые слова. И вот эта ваша вечная война за власть в паре — это вот кто кого переспорит, кто прав, кто будет главный. И это и есть ваша общая точка сборки. Вы как будто держитесь за этот бесконечный конфликт, потому что он дает вам азарт. Ну, он дает адреналин, чувство, что вы живы, да? И без вот этих выяснений вам скучно. Вам пусто, прям как в могиле. Вы уже, наверное, забыли, каково это просто вместе молчать и не хотеть друг друга убить. И самое плохое, что вы оба эту хрень называете страстью, неравнодушием и вот это вот все вот это. Нет, это не любовь. Это зависимость от дозы гормонов стресса. Ты все время на взводе, он вечно в этой оборонительной позе. И вас обоих это дико выматывает, но вы не можете остановиться. И чем дальше, тем больше эта борьба, она становится единственным, что у вас осталось общего. Вы уже даже не помните, когда последний раз просто смеялись там вместе, без сарказма, или там компотом занимались после скандала, чтобы замириться. Это ваша глубина, это болото, в котором вы оба тонете. Но вы цепляетесь друг за друга вместо того, чтобы вдвоем на берег выбраться. Друг друга топите. Какая загадка скрыта в вашем совместном будущем? Ну, знаешь, загадка в том, что вот этот мужик, он тебе втирает, как будто вы идеальная пара. А сам мыслями он в другом месте. Как бы тебе это не было неприятно слушать, потому что влюбленные женщины, они как котятки слепые. Вот я тебе серьезно говорю. Ой, что я тебе говорю серьезно, ты сама это знаешь. Если женщина мужика любит, он и наркоман, он он и лежит в говне, как говорится, да, а ты такая смотришь на него и думаешь, да, какой он мой лапочка. А он весь обоссанный в дерьме лежит, извини меня. Женщины влюбленные — это марионетки. Вот серьезно, управляй как хочешь. А у него в голове, у твоего, я имею в виду, готова картинка. Вы вместе, вы счастливы, как на открытке, но это блеф для прикрытия реальных планов.
Он хочет, чтобы ты поверила в эту сказку, пока он тихо готовит почву для отъезда. Ну, там, для нового своего, как говорится, проекта, где тебе места не будет. А ты ведешься на его вот это «мы все преодолеем и давай дом построим». Глазки открой свои. Его слова не с делами расходятся. Вот я по картам это вижу, а ты-то вживую с ним общаешься. Глазки открой. Он не вкладывается в общие цели, он не прорабатывает проблемы, зато красиво рисует ваше будущее и перспективы ваших отношений. Знаешь, вот как если бы там дизайнер показывал тебе там модельку дворца, да, а на самом деле он сарай строит. И вся вот фишка в том, что он сам еще не понял, когда именно сольется. Может, через месяц, может, через год. Но факт остается фактом. Он не собирается доводить начатое до конца. А ты тем временем силы тратишь на мечты, которые никогда не станут реальностью. Вот вся загадка. Загадка в том, что он мысленно уже ушел, а ты на месте стоишь еще. С чемоданом надежд. Дед, ты такой плохой, ты не понимаешь ничего. Да? Посмотрим. Годик-два. Вот подпишись на канал пока, через годик-два напишешь, как оно будет. Как ваши отношения дальше развиваться будет? Будет жопа. Потому что ты продолжаешь делать вид, что ты подставы не замечаешь. Он уже давно ведет свою игру, что-то скрывает, где-то врет. А ты удобно делаешь вид, как будто это мелочь. Смотри правде в глаза. Он не собирается меняться. А ты не готова его отпустить. Поэтому вы оба будете ходить кругами. Он хитрожопить, выкручиваться, ты глазки закрывать и страдать. В итоге ты сорвешься. Скандал устроишь с этим как его, разбором полетов. А он сделает обиженное лицо и на время опять притихнет. А потом все повторится. Только ты будешь еще больше злая. А он еще осторожнее врать будет. И так будет до тех пор, пока ты не начнешь реально проверять его слова. Ну или он не сольется окончательно. А он сольется, просто поверь. Ты сама это чувствуешь, мне даже не нужно было это озвучивать. Ты цепляешься за него, как репейник. Боишься, что пустота после него будет страшнее, чем этот цирк. На самом деле страшнее будет, если ты продолжишь это терпеть. Вы оба время тянете. Но итог предсказуем, даже расклад не нужно было делать. Через год, полгода тебе придется выбирать между собственным чувством достоинства и вот этим актером, который играет в любовь. Что тебе нужно сделать, чтобы направить это будущее в лучшую сторону? Отключить эмоции и сесть считать убытки. Вот все. Прямо вот как бухгалтер. Выпиши на бумагу все, что он тебе должен по твоим же ожиданиям. И все, что он реально дал. То есть слова, действия. Посчитай, сколько времени, сколько нервов, сколько ты денег в него впухала. И главное, честно ответь самой себе. А оно того стоило? Потому что ты пока вот в облаках летаешь, витаешь и прочие вот эти слова, и надеешься, что он одумается, твоя жизнь, она мимо проходит. Знаешь, я скажу правду, которую никто не любит. Никто. Девушкам легко парня найти. Максимум до 30 лет. Дальше начинается жесть. Вот хватит ждать, когда он созреет или там поймет. Возьми паузу и завали его вопросами, на которые нельзя будет ответить уклончиво. Если увиливает, сразу в топку эти отношения. Перестань быть вот этой жилеткой его, психологом, спонсором. Пусть проявит инициативу. Пусть план предложит. Возьмет хоть одну проблему на себя.
Без этого все твои усилия, как вот искусственные цветы поливать. Ты поливаешь искусственные цветы, надеясь, что они вырастут. А реальность такова, что пока ты тащишь все на себе, он будет сидеть у тебя на шее. Или ты сейчас жесткие условия ставишь и все лишнее отсекаешь. Ну или через год будешь рвать волосы на попе, поняв, что опять ты потратила время на иллюзии, а время-то женское тикает. А выбор тут прост. Либо ты начинаешь себя уважать, либо он продолжает тебя использовать. Третьего вообще не дано. Как ты там не извивайся, там как только не наклоняйся, третьего не будет. Давайте перейдем к второму варианту. Двоечки. Двоечки у меня самые любимые. Знаешь, мне навязали: дед, ты такой злой, ты такой злой. А ты оглянись, у тебя жизнь сахар? Нет, вот я и говорю, что нет, не сахар. Представляешь? Правду никто не любит. Всем нужно, знаешь, вот эту сказка, принц, золотой Мерседес и так далее. Вот к двоечкам я очень предвзято отношусь. И чем больше к человеку я предвзято отношусь, тем хуже ему со мной общаться. Что связывает тебя с этим мужиком на самом глубоком уровне? Знаешь, а вы сейчас, как сказать, сойтись не можете. Вот сейчас все ваше «мы», оно крутится вокруг каких-то взаимных обязательств, четкого подсчета. Ну, это я имею в виду не кто кому денег должен, да, а вот кто кому эмоций должен, кто кому времени должен, ну, или поступков каких-то. Ты ему там за то, что он тебя вытащил из той жопы с работы год назад должна. Он тебе за то, что ты покрыла его перед семьей, когда он там облажался. И вот этот у вас бесконечный бартер. Ты мне, я тебе. Вот это и есть ваш фундамент. Мы ж фундамент смотрим, что вас связывает. Вам даже, знаешь, компот. Сейчас вот компот для вас — это как роспись в акте этого, как его называется-то? Э, вот когда проверяют склад, вот как называется-то, забыл. Как же называется-то, подожди. Оторвался я. Как называется он? Не диспансеризация, а этот, блин, инвентаризация, вот. Вот у вас компот как роспись в этом акте инвентаризации. Ровно столько, чтобы баланс не плавал. У вас, наверное, еще разговоры. Вот я тогда не закончила, а ты закончил. Давай-ка постарайся, дорогой. Вы не влюбленные, нет. Вы как партнеры по сделке, которые боятся нарушить договоренность. И ты сама это чувствуешь, что если завтра он перестанет быть полезным, ты первая начнешь искать лазейку, чтобы слиться. И он тоже. Ну, знаешь, и я сразу скажу, это неплохо и нехорошо, это просто факт. Вы друг за друга не из-за страсти держитесь, а из-за холодного расчета. Вместе вы сильнее, как команда, а поодиночке вы банкроты. Вот и весь ваш глубинный уровень. Обоюдная выгода и страх остаться в минусе. А все вот эти «милый, я так тебя люблю» — это просто красивая обложка для этого, блин, инвентаризационного годового отчета. Так какая загадка скрыта в вашем совместном будущем? А тут все просто. Вы оба упретесь лбами в тупик.
Но вид делать будете, что это просто такой поворот судьбы. Он будет ностальгировать по бывшим, при каждом конфликте говорить: «А вот Ириночка никогда так не поступала». А ты в ответ все деньги зажмешь. Как последнюю как называется, я в карты не играю, как называется вот тузовая карта, не тузовая карта, козырная. Вот, как последнюю козырную карту деньги зажмешь. И начнешь контролировать каждый его шаг. Там от трат на бензин до переписки в Телеграме. А итог — вы превратитесь в двух обиженных хомячков, которые сидят в одной клетке и вот злобно жрут свои запасы в разных углах. Вот, наверное, даже будет этот холодильник. Это моя полка, это твоя полка. Ты будешь плакать над старыми фото, где вы еще улыбаться можете, а он считать гроши, которые ты ему не додаешь. И главная загадка не в этом, нет. Знаешь, главная загадка, когда это случится. А это уже началось. Просто ты не видишь. Понимаешь? И еще загадка в том, что у кого первого нервы сдадут. И это будешь ты. Ты, потому что его заначка уже сейчас толще твоей. Эти, как сказать, бонусом я доп. Смотрю. Как ваши отношения будут дальше развиваться? Ну, знаешь, сейчас вот рванете как ошпаренные, даже друг друга не спросив, куда бежите. Он сорвется в какой-нибудь авантюрный план, типа вот купить разваленный дом в деревне и сделать там семейное гнездо. А ты сначала будешь орать, что он гвоздь вбить не умеет, а потом вдруг ты врубишься в этот дизайнерский угар и потратишь последние деньги на кухонный фартук с единорогами. Знаешь, потом вы оба поймете, что на ремонт денег нет, начнете ссориться, но вместо того, чтобы ошибку признавать, вы решите ребенка завести. Мол, это все склеит, дети объединяют, а тут свекровь или его теща еще маслица в огонь. Да, детей пора. И беременность будет нервная. Он начнет заливать стресс пивом, ты терроризировать его подруг в какой-нибудь соцсети. Малыш родится. Вы переедете в эту развалюху без отопления. Там уже настоящий ад начнется. Ты с грудничком на руках будешь клянчить у него деньги на памперсы, а он орать, что ты транжир. Но расходиться вы не станете, нет. Потому что ипотека, и все ради ребенка. Короче, это будет как марафон в ластах по болоту. Шумно, медленно и крайне неэффективно, так скажем. А что ты хотела? Двоечек я люблю, вам допы, знаешь, как смотрю, как из автомата. Что тебе сделать нужно, чтобы это будущее в лучшую сторону все-таки отправить? Знаешь, вот ты сейчас сядь и слушай меня внимательно. С истериками завязан. Займись цифрами. Это твое спасение. Открой Excel, если Excel не знаешь, там возьми листочек, в клеточку, в линейку, неважно. Распиши все. Твои доходы, его долги, общие расходы, хотя бы там на ближайшие там до лета. А потом сядь и объясни ему, как вот бухгалтер. Вот так жить нельзя, а так банкротство будет. Договоритесь о четких правилах. Сколько каждый кладет в общий котел. Общий котел должен быть общим. Не может быть, что твоя зарплата, его зарплата, ваша зарплата. Нет, общий котел. Знаешь, общий котел — это вот, как сказать, это вот как памятник, но не пресмертный, нет, как памятник вашей семьи. И распиши, кто за что платит, какие траты вообще согласовываются, не согласовываются. Ты на него тоже не ори. У тебя у самой
с этими курьерами, этот в пушку, как называется-то этот? Ротик в пушку, я не знаю как. Ну, в пушку у тебя тоже. У тебя Озоны, Вайлдберрисы, да? Не переживай, я ему не скажу, потому что я знаю, что курьеры к тебе как на работу ходят. И знаешь еще, заведи отдельный счет на черный день и клади туда хотя бы копеечку с каждой получки, без его ведома. И знаешь, перестань выливать на него тонны эмоций. Говори по фактам, понимаешь? Если он снова полезет в авантюры, покажи ему вот этот вот листочек, который ты напишешь, и спроси, где тут деньги на твой цирк. Я соглашусь с тобой, ты скажешь, нет, это не романтичная жизнь какая-то. Знаешь, романтично это первые там 2-3 года, может быть. Вот это романтично, может там у кого-то месяц, у кого-то год. Понимаешь? Не романтично, а чего поделаешь. Зато вот через полгода вы перестанете орать друг на друга из-за каждой копейки. А еще через год на первый взнос там на нормальную квартиру накопите. И пока, как сказать, научитесь друг друга нянчить сначала, прежде чем задумываться о серьезном шаге. Это я тебе так намекаю. Двоечки. Я еще раз повторюсь, всем двоечкам обязательно в проживании. Хочешь, не хочешь, а надо. Это двоечкам, чисто от моей любви. Так, двоечки, не расслабляйтесь, жопку навострили и вперед в светлое будущее. А мы переходим к третьему варианту. Троечки, троечки. Ну знаешь, сейчас вас связывает это одна упряжка. Вас не разорвет, потому что судьба вас жопками слипла. Не ты выбрала его, и не он тебя нет. Вас кинуло в одну лодку жизнью, вас кинуло обстоятельствами, какой-то там высшими силами, которые, как говорится, не спрашивают, хотите ли вы грести вместе в этой лодке. И ты сама чувствуешь, что это не про страсть, нет, или там романтику сопливую, нет. Вас держат общие якоря. Квартира, которую не поделить. Дети, которых, не бросишь уж. Долги висят на вас. И самое жесткое, вы оба это осознаете. Ты вроде бы там злишься, что застряла, но ты понимаешь, что пока не время рубить концы. Он тоже не дурак. Он знает, что выгоднее терпеть друг друга, чем рвать эту паутину. Вот это и есть ваша общая правда. Вы вместе не потому, что горите, а потому, что жизнь вас поставила в такие рамки, где разбежаться это себе дороже. И даже если вы друг на друга орете, как вот эти вот, хреновые торговки на базаре, где-то глубоко вы держитесь за эту стабильность, как за соломинку утопающий. Но тут никуда не деться. Пока колесико крутится, вы будете мелькать в нем вместе, даже если внутри все перекосило. Главное — это не врать себе, что это любовь. Это просто банальная необходимость. Дед, ты такой злой, ты такой злой. Так какая загадка скрыта в вашем совместном будущем? Фишка тут в деньгах, сразу говорю. Ну ты же видишь, он сейчас как муравьишка. Копит, тянет, вкалывает, чтобы обеспечить хоть какую-то стабильность. Но загадка в том, что его забота, она будет тебя душить. Он начнет контролировать каждую копейку. Выдавать тебе вот подачки, как нищие родственницы. А сам при этом будет считать себя благодетелем.
Знаешь, смотри, не обляпайся. Этот рыцарь в итоге превратится в скрягу, который прикрывается словами «я же для нас стараюсь». А ты молчать будешь, потому что ты привыкнешь к этой крошке с его барского стола. Вот вся заковыка. Ты станешь зависимой от его кошелька, а он будет дозировать тебе доброту, как таблеточки. И самое херовое, ты сама позволишь этому случиться, потому что сейчас тебе кажется, что лучше синица в руках, чем журавль в жопе. Но запомни, когда один кормит другого, это не отношение, это не партнерство. Это игра в господина и в холопа. И если сейчас ты подвох не разглядишь, то потом будешь сидеть на его вот этом денежном поводке и улыбаться через силу, и гривой кивать. «Дед, какой ты злой!» Просто допы на тебя, твоя реакция на расклад. Как ваши отношения будут развиваться дальше? Ну, знаешь, будет вспышка. Будет. Не в ссорах, а в постели, в идеях, в каком-то там новом драйве. Ты просто вот, как говорится, в одно утро проснешься и решишь, что хватит прокисать. Пора двигаться, что-то менять, может даже бизнес какой-то замутить. Ну или ребеночка зачать. Он сначала, знаешь, удивится. Но он потом втянется, потому что твой огонь его зажжет. И вроде бы все закрутится, да, там страсть вернется, планы какие-никакие появятся. Вы начнете замки вот эти воздушные строить. Но тут же вылезет старая болячка. Все вот эти недоговоренности, обиды, которые вы сейчас замазываете годами. И вот тут выбор. Или вместе будете эти раны чистить, честно, больно, без понтов, или опять загоните проблему в угол и притворитесь, что вот все хорошо, все чики-пуки. Если второе выберете, звезда ваша погаснет. Все вот эти новые начинания и прочее рассыпятся. Полностью вот просто вот рассыпется. Но шанс есть. Если не будете бояться вот смотреть правде в глаза и потратите время на то, чтобы не только страстно стартануть, но и дыры залатать, вот тогда будет шанс. Так что тебе нужно сделать, чтобы направить это будущее в лучшую сторону? Знаешь, с головой со своей подружись, а не с эмоцией. Понимаешь? Ты сейчас как бомж у метро. Сидишь, ноешь, что все плохо, и ждешь, что к тебе кто-то кинет мелочь. Хватит? Перестань жертву из себя разыгрывать. Даже если реально туго, жопу поднимаешь, собой занимаешься. Долги посчитай, работу найди получше, выкинь хлам из дома, из мыслей выкинь хлам. И главное, знаешь, у женщин должен быть такой тумблер. Тумблер — это выключатель. Отключить сопли. Вот тебе этот тумблер очень нужен. Отключи свои сопли. Никаких «он мне должен», «жизнь несправедлива», «жизнь против меня», «судьба меня не любит». Это жертвы. Ты на канале здесь. Ты пират. Жертвы, они пусть говно всякое смотрят, извини меня за выражение. Типа «любовь до гроба» и прочая сказочная хрень, которая толку от жизни не будет. Бери пример с той стервы, которая рубит правду матку, даже если это больно. С мужиком со своим говори четко, не истерики, не ультразвук, четко говоришь. Что ты больше не согласна на подачки, что будешь там сама зарабатывать, что не позволишь ему решать за тебя. Он взвоет, начнет давить тебя, пугать, возможно, какими-нибудь последствиями. Но если ты сейчас не поставишь границы своей железной рукой, то навеки останешься у разбитой этой корыты
с протянутой рукой. Вылезай из этой ямы сама. Без нытья, без надежды на какого-то там эфемерного спасителя. Только холодный расчет и жесткие действия. Я не злой. Нет, я не злой. Я вам сказал то, что вас может вытащить. И именно теми словами, которые вам помогут, а не вот эти розовые сопли. Давай, как я тебя по головке поглажу, потому что жизнь несправедлива. Жизнь куем мы сами. Если жизнь несправедлива, значит, у тебя жопа клеем к стулу прилеплена. Но кто готов слушать правду, подписывайтесь на канал и всегда помните, что я всегда рядом.